Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы узнаем, как отринуть ощущение окружающего мира как злого, опасного и мрачного места и убедиться в том, что на самом деле он соткан из любви, добра и света. Оставить это ощущение внутри себя навсегда и получить его великолепное освобождающее влияние. Приступим. Когда я говорю о том, что основа, главная движущая сила и строительный материал всего сущего – это любовь, а главная цель жизни всего живого – это участие в строительстве доброй, справедливой и счастливой Вселенной, согласно изначально божественному замыслу, мне часто возражают, что это не так, ведь в этом случае на Земле не было бы столько страданий. Ну хорошо. Вот вам элементарное доказательство. Даже если отбросить полученные человечеством за тысячи лет свидетельства духов, великих учителей, воплощенных людей, побывавших в загробном мире с краткими визитами во время клинической смерти, информацию экстрасенсов и ясновидящих, инструментальные транскоммуникации и все остальное, что составляет огромный массив данных о потустороннем мире и однозначно совпадает в том, что именно любовь – это основа всего и самое важное в жизни любого существа, все равно остается наше внутреннее наитие, наше внутреннее отношение, которое и является главнейшим доказательством того, что основа и цель Вселенной – это любовь, добро и свет, а Бог – это наш бесконечно любящий нас Отец, предоставляющий нам абсолютную свободу в действиях и выборе, никого не карающий и не отправляющий на вечные муки ни в какой ад. Любому человеку приятно становиться объектом добра и любви. И не менее, а зачастую даже более приятно быть тем, кто одаривает этим другого. И вместе с тем, когда творится какое-либо зло в отношении нас или в отношении других, мы испытываем дискомфорт. Даже если в телевизоре нам рассказывают об оправдании убийств и расправах над кем-то, кто считается неугодным врагом, внутри у нас все равно пробегает неприятный холодок. Почему, думаете, месть никому не приносит удовлетворения и наслаждения, пусть и исполнена спустя много лет мечтаний о ней? Отомстивший человек вроде бы добился того, о чем мечтал, но ожидания, что душа успокоится после свершения мести, не оправдываются. Наоборот, это образует еще большую пустоту и еще большую боль внутри. Даже образ ненавистного диктатора, которого словно загнанную крысу достали из канализации и растерзали толпой под видом справедливости, не способен вызвать чувство искреннего наслаждения. Зло, катастрофы, ложь, войны, убийства, чем бы они ни были оправданы, как бы они ни были представлены и истрактованы, всегда вызывают в нашей душе грусть, печаль, оставляют энергетический отпечаток негатива. Даже современные политтехнологии, хоть безусловно и преуспевшие в оболванивании людей, способны лишь временно надеть шоры на физические органы чувств. Но рано или поздно любой оболваненный прозревает через стремление его души к истине и добру и начинает задавать вопросы и испытывать сомнения в том, что ему пытаются навязать. Несоответствие энергий, выделяемых тем или иным поступкам, тем или иным событиям нашей истинной сути, нашей основе, нашей базе, приводит к страданиям души. Тогда как соответствие ей, наоборот, ведет к удовольствию и наслаждению. И раз добро соответствует удовольствию и наслаждениям, а зло неприятным ощущениям и страданиям,
Следовательно и очевидно, что наша истинная суть – это любовь и добро. А раз истинная суть любого взятого индивида такова, значит и суть всей Вселенной и Бога такова же, поскольку все мы связаны и являемся частичками Бога, Его творениями и детьми. Частица же, как известно, обладает теми же свойствами, что и целое, от которого она отделилась. События, происходящие с людьми, можно оценивать по-разному. Кто-то не может вырваться с низшего уровня плотного мира, считает себя биомассой, живущей в лучшем случае 90 лет, и оценивает события только как плохие или хорошие, расстраиваясь любой неприятности, которую сам же таковой и представил. Кто-то же уже поднялся до осознания своей истинной бессмертной духовной природы и понял, что любое событие на Земле, даже то, которое с этого уровня кажется ужасным, это лишь точка роста, резервуар с опытом для увеличения КПД по достижению наших высших целей на вечном пути рядом с нашими родными и любимыми душами. Вселенная же, независимо от наших оценок, остается такой, какой была создана Богом, существуя по изначально заложенным в нее законам, главный из которых – это стремление всего живого к любви и добру. Этот закон и определяет наше неизбежное счастливое будущее, к которому мы рано или поздно придем, несмотря ни на какое зло и неправильный выбор. Неважно, сделан он миллионами или одним конкретным человеком. Есть миры, в которых цивилизации уже прошли этот путь, очистились от зла, несправедливости и розни и активно участвуют в деле строительства вселенной добра и любви, обладая гораздо более глубоким пониманием ее устройства и сути вещей. В таких мирах все с рождения помнят свои прошлые жизни, без затруднений общаются со своими усопшими близкими и вместе работают над общим предназначением, с которым и пришли в жизнь. Человечеству планеты Земля еще только предстоит выбраться из колыбели и прийти к этому. Но то, что это случится, пусть для этого понадобится и еще несколько попыток и миллионы лет, нет никаких сомнений. А самое приятное, что каждый из нас доживет до этого счастливого момента, ведь теперь мы с вами уже знаем, что мы живем вечно. Я оцениваю такие перспективы как великолепные, и благодаря этому ничто не способно поколебать мое спокойствие, мой душевный покой и умиротворение. Только теперь я понял, о чем говорил Цицерон в своей бессмертной фразе: «Никто не в силах отнять у меня веру в бессмертие моей души, которая дает мне такое спокойствие, такое полное удовлетворение». Верю в то, что и вы, мои дорогие друзья, сможете прийти к этому прекрасному состоянию. На сегодня это все. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.